Меня зовут Анастасия. 8 лет я живу в России. Большую часть жизни я прожила в Донецкой области, город Славянск, и в городе Запорожье. Работаю медсестрой более 13 лет. Воспитываю сына. Когда я переехала с Донецкой области в Запорожье жить, мне говорили: зачем ты приехала сюда, въезжая в свою Донецкую область, к своему Януковичу, что ты вообще сюда перевелась учиться, это все ваш Янукович. Почему-то такое негативное, резкое было отношение соответственно, к Донецкой области. И плюс, русский язык его стали, не запрещать, но более как-то уменьшать его в стране. Хотя бы начиная с документов, літератури, книг. Донбас – це почти русський мір. Там чужа мова, там чужа церква, там чужа пам'ять, там чужа газета, там чужий канал, там чужі пам'ятники, вірніше, чужим героям і так далі. Це русський мір. Це русський мір. Тот, про який Путін говорить багато разів. А может, тогда он и не нужен нам, если это совершенно другая земля, другой менталитет. Это правильно я понимаю? Я жила в тех регионах, где русский язык, он как бы все время был, все разговаривали на русском. Я не отделяла в своей жизни украинцев, русских, но другие регионы жили по-другому. Когда я уже стала постарше и поехала там в Харьков, в другие области, регионы, я понимала, что мы живем просто бедно, в нищете, при том, что у нас очень богатый край, у нас очень много шахт, заводов, полезных ископаемых. Почему-то такое было отношение к Донецкой области. В детстве, да, у нас до 97-го года примерно так была еще горячая вода. Не всегда она была централизована. Холодная вода, она была по часам с 5 утра до 9 утра и с 5 вечера до 9 вечера. Уроки я делала при свечке. Это большую часть я помню, что веерные отключения света были. Свет выключали где-то примерно в часа 3 дня, и до утра его могло быть не быть. С каждым приходом нового президента жизнь становилась хуже. Мы начинаем рассказ о 3 самых трагических днях революции достоинства, о времени на грани мира и войны, рабства и независимости, российского прошлого и европейского будущего. 18 февраля. С самого утра в 8:00 митингующие собираются на Майдане. Оттуда несколько десятитысячных колонн отправляются к парламенту. Основные требования – возвращение Конституции 2004 года и наказание виновных в издевательствах над активистами Евромайдана. Я когда жила и видела, когда проходил Майдан, это вы просто себе представить не можете, когда 24/7 вам говорят «Слава Украина», «Героям слава», «Небесная сотня». Это повторяется на протяжении всего времени. И ты уже, извините, хочешь не хочешь, ты поверишь. Эти лозунги однотипные, они очень в голову хорошо западают. Разом переможемо! Слава Україні! Слава Україні! В один из дней на работе мне сказали принести военный билет. Я не хотела нести военный билет, потому что не хотела оказывать помощь военнослужащим, которые незаконно действовали в то время, свергая власть. Здрасте, можно? Что случилось? Можете мне подписать заявление на увольнение? Какая причина? Да, у меня ребенок заболел, уход за ребенком. Военный билет не хочешь получать. Понятно. Когда я пришла увольняться с работы, то мне заведующий отделением сказал: ты ненормальная, куда ты собралась ехать, сейчас русские в поездах грабят, у тебя ребенка заберут. Я уволилась с роддома одним днем, взяла ребенка, на следующий день я уже ехала в Крым, в Севастополь. Крым принял более 2000 беженцев с юго-востока Украины и готов к прибытию еще 1500. Об этом заявил вице-премьер республики Сергей Донич. Схожая ситуация сейчас и в Ростовской области. Когда я переехала в Россию, моя жизнь стала намного лучше.
качественнее, так скажем, и счастливее. Я со своим образованием могла здесь работать, позволять себе больше того, что могла позволить в Украине. Я стала спокойнее, счастливее, защищенной. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Конфликты на почве политики с мужем начались после того, когда началась спецоперация. Между нами были нормальные дружеские отношения. Никакой агрессии, там, вражды, то, что мы развелись или по поводу стран, где кто проживает, такого не было. В первые дни мы с ним созванивались. Алло. Анастасия Ивановна, привет. Коль, привет. Как твои дела? Да, все хорошо. Как у вас там обстановка? Что у вас там вообще происходит? По рынку обстреляли, всюду стреляют. И наши, и ваши. Вон, слышишь, это не учение. Родители уехали. А Олеся? Мужики, погодите. Она уехала или с тобой осталась? Да, конечно, уехала с родителями. И брат, и Оля, и Лиля все уехали. Ну, потому что здесь очень опасно. Ну а ты чё? А я чё? Родину защищаю с автоматом. Врагов отстреливать готовлюсь. Враги это кто, русские, что ли? А кто еще? Фашисты. У него не было понимания, что происходит. Я так понимаю, что он, наверное, не вдавался особо в подробности. Он жил как, он работал менеджером, в армии он не служил, человек вообще никакого отношения к воинской деятельности не имеет. Дали ему повестку, сказали на работу не приходить, и уже после этого сразу отправился в военкомат. Взяли его в ВСУ. Я понимала, что он не добровольно туда пошел, его родственники все уехали. Его брат с Харькова уехал в первые 3 дня в Италию, или куда-то на Западную Украину сначала уехал, а потом в Италию. Никто из его родственников не пошел воевать. Почему он пошел туда, для меня до сих пор остается непонятным. Время периодическое, которое мы общались, он был в тылу большую часть. Ближе уже к лету, к сентябрю, их отправили на боевые действия. Он мне прислал видео, фотографии. Неоднократно были высказывания: будем гнать русню, Кобзону на концерт. Такие лозунги, которые встречала я уже там в телеграм-каналах, вот этих вот провокациях в сторону русскоязычного населения. Мы будем гнать русню, Кобзону на концерт. Все, хватит, я не могу так больше. Да ты, блин, о сыне подумай, хватит меня терзать этими разговорами. Общаемся либо о ребенке, либо вообще никак. И также он мне говорил, что у них в его взводе, как правильно сказать, рота, не знаю, в отряде служат одни там менеджеры, прислал фотографии, что у них там программисты, менеджеры, трактористы, токаря, что там нет военнослужащих или подготовленных. Потом его жена написала, что они нашли его тело в морге Днепропетровска. Очень такая трансформация личности произошла, когда я увидела видео с похорон, и на кресте была его фотография. Я вообще не узнала его, и я подумала, что это вообще какой-то другой человек, это было другое лицо. У меня был такой вопрос, даже сказала, что они с ним сделали, это, говорю, вообще не тот человек, которого я знала. Правда. Как-то его знаем нормальным человеком, а не не связанных с этими событиями. В том, что происходят такие события, это виновато не население Украины, не мирные граждане, а власть. И я это прекрасно понимаю и знаю, проживя там сколько лет. Конечно, жалко было. В этом виновата только власть Украины. Сила в любви и в доброте, я думаю. Добро всегда побеждает зло. И любовь. Любовь ко всему, к родине, к ближнему своему. Еще хочу так сказать, если даже, так как я медик военнообязанная, за Российскую Федерацию я бы пошла.
оказать долг родине, так скажем. Ну, правда. И не побоялась бы даже этого.